Эскалация на Ближнем Востоке входит в фазу, где дипломатические формулы все чаще используются лишь как прикрытие для продолжения войны. Центральной фигурой происходящего остается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который фактически перечеркнул саму идею устойчивого перемирия в Ливане. По его словам, никакого прекращения огня не существует и не может существовать до тех пор, пока Израиль не восстановит собственную безопасность силовым путем. Нетаньяху открыто заявляет, что Израиль продолжает наносить мощные, точные и решительные удары по Хезболле, рассматривая Ливан как часть более широкого регионального фронта. Он подчеркивает, что действия Израиля против Ирана и всей так называемой оси сопротивления уже привели к историческому изменению статуса страны на Ближнем Востоке. В этой логике война представляется не как временная операция, а как инструмент перекройки всего регионального баланса сил. Израильская армия заявляет об успешных операциях в Бейруте, ликвидации ключевых фигур Хезболлы и разрушении инфраструктуры, через которую, по утверждению Иерусалима, годами перебрасывалось оружие, ракеты и боеприпасы. Однако за этими формулировками стоит другая реальность. Сотни погибших мирных жителей, тысячи раненых, авиаудары по плотно заселенным районам и фактический срыв режима прекращения огня. На земле ситуация выглядит как полномасштабная война. Израильская авиация действует по всей территории Ливана, удары наносятся сериями, а заявления о точечных целях все меньше убеждают международное сообщество. Ливанские службы фиксируют резкий рост жертв, а гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. Ответ Хезболлы также демонстрирует новый уровень риска. Публикация видео с запуском противокорабельной ракеты по израильскому судну стала прямым сигналом. Конфликт выходит за рамки локальных перестрелок и приобретает морское и стратегическое измерение. Почти никто не сомневается, что подобное вооружение имеет иранское происхождение, а значит, Иран либо сохранил, либо восстановил каналы снабжения своих союзников, несмотря на войну и удары США и Израиля. Европейская реакция на происходящее становится все жестче. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонных переговорах с ливанским руководством выразил полную солидарность с Ливаном и прямо осудил израильские удары, указав, что они подрывают даже хрупкие договоренности о перемирии. Для Парижа происходящее – это уже не вопрос симпатий, а вопрос региональной стабильности и риска масштабной дестабилизации Восточного Средиземноморья. Ключевым событием последних дней стали и первые системные заявления нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаминеи, сделанные в рамках 40-го дня траура по Али Хаминеи. Его риторика жесткая, но выверенная. Иран не стремится к войне, но не откажется от своих прав и обязательно потребует репараций за нанесенный ущерб и гибель людей. Особое внимание в его заявлениях уделено Ормузскому проливу, где Тегеран объявил о переходе к новому этапу управления, фактически намекая на усиление контроля над ключевой артерией мировой энергетики. На фоне продолжающихся израильских ударов по Ливану, Иран, по сообщениям иранских СМИ, вновь закрыл проход для судов через Ормузский пролив. Этот шаг был напрямую увязан с действиями Израиля и стал не просто политическим жестом, а демонстрацией готовности расширять зону конфликта. Фактически, Тегеран напомнил, что эскалация в Ливане автоматически затрагивает глобальные энергетические маршруты и интересы США, Европы и стран Персидского залива. Эта позиция напрямую сталкивается с линией Вашингтона. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в саботаже соглашений и давлении на судоходство, заявив, что подобное поведение не должно продолжаться. Переговоры между США и Ираном оказываются под угрозой срыва, тем более, что Тегеран выдвигает принципиальное условие – включение Ливана и союзных ему сил в общее соглашение о прекращении огня. Внутри США эта тема вызывает раскол.
Вице-президент Джей Ди Венс публично высмеивает иранские предложения, и в целом администрация Трампа называет их несерьезными, а министр обороны Пит Хексет одновременно говорит о «шансах на реальный мир», подчеркивая, что перемирие якобы было запрошено самим Ираном. Эти противоречивые сигналы лишь усиливают неопределенность. Дополнительным измерением конфликта становится кибервойна. Заявления иранских хакеров о взломе устройств израильского военного руководства, публикация личных данных и секретных видеоматериалов – все это превращает противостояние в многоуровневую войну, где фронт проходит не только по границам государств, но и в цифровом пространстве. Резкая антиизраильская риторика звучит и за пределами региона. В Пакистане отдельные высказывания официальных лиц выглядят настолько жесткими, что вызывают опасения новой волны нестабильности уже в Южной Азии. Однако самый тревожный и стратегически важный элемент всей картины – это Турция. Все больше американских экспертов прямо говорят о неизбежности прямого столкновения между Израилем и Турцией. Бывший руководитель американского антитеррористического центра Джо Кент утверждает, что в случае конфликта на сирийском направлении США могут без колебаний встать на сторону Израиля, даже ценой разрыва союзнических обязательств внутри НАТО. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал Нетаньяху, заявив, что политика, основанная на войне ради удержания власти, неизбежно оборачивается против собственных граждан. Турецкий МИД, в свою очередь, обвиняет Израиль в переносе газовских методов в Ливан и сознательном срыве переговорного процесса. Особое внимание привлекает поведение Анкары во время войны США и Израиля с Ираном. Турция не просто заняла нейтральную позицию, а фактически играла на стороне Тегерана, сдерживая арабские монархии от прямого вмешательства. Это выглядит нелогично, если исходить из классических турецких интересов, но вполне объяснимо, если допустить наличие закулисных договоренностей от инфраструктурных коридоров и энергетических проектов до перераспределения влияния в Ираке и Сирии. После окончания войны энергетический фактор может стать новой точкой напряжения. Аравийские монархии стремятся снизить зависимость от Ормузского пролива, и это автоматически повышает роль альтернативных маршрутов через Саудовскую Аравию, Ирак, Иорданию, Сирию и Турцию. Вопрос о том, по чьей территории пойдут ключевые нефтяные потоки, становится не просто экономическим, а геополитическим. И именно здесь интересы Турции и Израиля могут столкнуться лоб в лоб. Таким образом, мы наблюдаем не отдельные кризисы, а формирование единого большого конфликта, где Ливан — лишь один из фронтов. Иран и США — стратегические центры, а Турция и Израиль — потенциальные участники следующей, еще более опасной фазы. И именно это делает текущий момент одним из самых взрывоопасных для всего Ближнего Востока за последние десятилетия. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.